Друзья мои, я продолжу цикл видеороликов для всех, именно касаемо денег. Это серия таких заговоров на деньги и для благополучия. По ходу я буду объяснять, как что делать и прочее. Называется денежный оберег. Наши доходы, наши приобретения, наши какие-то большие, маленькие затраты или наоборот накопление денег, если мы можем себе это позволить, если получается, на самом деле должны быть под охраной. У них должен быть оберег. Во-первых, бывает так, что человек работает много лет, да, вроде очень много заработал и очень много трудился, но в итоге практически ноль, у него ничего нет. Не получается ему накопить, не идут они. Стоит ему собрать, что-то случается, или просто не получается, или постоянно у него то непредвиденные расходы, то он слишком расточительный, не может остановиться, и в итоге у него ничего нет. А человек, который не особо-то и зарабатывал, может себе позволить какие-то вещи приобрести, даже какие-то имущества купить, землю, машины и прочее. То есть один человек трудится день и ночь, у него результата нет. Другой ничего не делает, а у него есть результат. Откуда это приходит? У одного на доходы есть оберег, у другого нет. В данный момент я вас учу нескольким очень сильным вещам, которые помогут вам накопить деньги и купить то, что вам нужно. Еще раз говорю, что мои ритуалы получаются у людей, у которых нет очень сильной печати, нету такого запрета, закрытой дороги. Но даже у тех людей, у которых закрытая дорога, внезапно можете получиться. Понимаете? Ни с того ни с сего раз и получилось. Вообще мои ритуалы получаются практически у всех, даже у очень энергетически слабых людей. Итак, первое, что нужно вам сделать для того, чтобы притянуть в свой кошелек деньги, чтобы постоянно они шли. Вы тратите, они опять идут, вы тратите, снова идут. Берете красную ткань, 2 красные свечи и ложите на ткань кошелек. По 2 сторонам можно зажечь свечи. Кошелек может быть любого цвета, но я вам скажу, что черный цвет и красный привлекают деньги. Это точно. И купите себе красивый кошелек, чтобы вам было приятно туда смотреть, заглядывать. Уберите оттуда все фотографии, портреты, чеки и прочие лишние. Абсолютно там должны быть только деньги. Не храните деньги разных купюр, разных стран в одном месте. Это разные энергии. Они могут друг другу мешать, и ни один, ни второй не привлечет за собой другой доход. Это тоже учтите. Итак, красная ткань, кошелек, 2 красные свечи. Читаем 7 раз. Мой кошель, дом моих денег. Наполняйся сей дом деньгами. Великим своим словом заклинаю, деньги в свой кошель призываю, деньгами местными да заморскими, да заполняется сей кошель. Духи денег, саваш, нармаш, гоните толпы денежные в мой кошель, да исполнится. Давайте повторю. Мой кошель, дом моих денег. Наполняйся сей дом деньгами, великим своим словом заклинаю, деньги в свой кошель призываю, деньгами местными да заморскими, да заполняется сей кошель. Духи денег, саваш, нармаш, гоните толпы денежные в мой кошель, да исполнится. Это постоянно. Можете делать раз в неделю, раз в 3 дня. Из ниоткуда постоянно будет, в общем, кошелек будет полный все время. И неважно, там, огромные это деньги, в любом случае у вас все время будут деньги наличные на какие-то разные нужды. Второй момент. Если вы чувствуете, что ваши деньги постоянно тратятся туда, куда не надо, если вы чувствуете, что ваши деньги все время утекают между пальцами, проведите этот ритуал. Просто становитесь посреди комнаты, держите в руках либо кошелек, либо какую-то сумму денег, своих денег.
скажите вот этот заговор 3 раза. Делайте это в начале недели вообще. Если не успели, конечно, ничего страшного. Можно в середине недели, в любой другой день. В любом случае это вам поможет. Есть определенная сила, которая считает, пересчитывает, сохраняет ваши деньги и помогает вам приумножить и потратить куда надо, запрещая ваши непредвиденные расходы. Издревле эта сила называлась казначей. Его по-разному изображали. То старик, то женщина, такая полная с суммой денег, или сумкой, или с мешком денег. В восточной традиции даже есть такой старик-казначей, и вот такую маленькую статуэтку ставили там, где деньги хранились, чтобы деньги он считал, вел счет деньгам и не позволял расходовать на ненужные расходы. Читать 3 раза. Называется денежный казначей или денежный старик. Есть в древнем лесу дубовая поляна. В той поляне стоит дуб-мудрец. Под дубом изба. В избе сидит старик-казначей. У него седая борода до пола. Сидит он молча, в руке перо, на столе летопись. В той летописи сумма всех вселенских денег. Считает, пересчитывает, знает все расчеты, знает все затраты. Жадный он старик. Собирает деньги, но никому лишние не дает. На излишество не тратит, только на нужное. Старик-казначей, пересчитай мои деньги, приумножай, но на ненужные тратить не давай. Ставь запрет на ненужные затраты и приумножь нужные покупки. Прошу и заклинаю, истинно. Не буду повторять, запишите. После этого ваши затраты на ненужные вещи или какие-то непредвиденные остановятся. Иногда бывает, что мы сильно радуемся доходу, а потом раз, оно остановилось. Либо мы похвастались, сказали, и оно встало. Это называется самосглаз, если уж так грубо говоря. Когда вы чувствуете, что вы перехвалили сами себя, расхвалили, порадовались раньше времени, и у вас это остановилось, берем иглу, лучше цыганскую, свечу любую. Значит, иглой просто вот проводим по своему телу острием иглы и читаем 7 раз. В это время можете и зевать даже, такое бывает. После того, как прочитали, закаляйте на огне. Вот 1 раз прочли, значит, иголку на свече держим некоторое время. Потом опять прочитали, держим 7 раз. Вот это самосглаз уйдет. Сама себя сглазила, свои доходы и дела. Сама сглазила, притку навела, сама острием глаз обратно собрала, на огне сожгла, да исполнится. Повторю. Сама себя сглазила, свои дела и доходы, сама сглазила, притку навела, сама острием глаз обратно собрала, на огне сожгла, да исполнится. Если вы хотите что-то купить, вот у вас мечта на большую покупку, сделайте это несколько дней подряд, можете даже 7 дней подряд, вечером или на закате. Открываем окно, читаем 13 раз. Поскольку этот заговор взят у ведьмы, ведьма вам подарила, то вы через нее, как бы взяв ее посредником, просите у сил помощи. И вы увидите, через некоторое время вам эта сумма придет. Опять повторяю, для людей, которые закрыты денежные дороги, оно придет, но не так много, как они хотели бы, и не столько, сколько они назвали. Открываем окно, становимся возле окна. Босоногие, волосы распускаем и читаем. Заговор сей мне, ведьмой, дан. Через нее прошу вас силы, в беде моей помогите сейчас. Рыбе вода, зверю леса, орлу горы и небеса, а мне такая сумма называем. Во имя той ведьмы и от любви к ней не откажи, вечная сила. Заклято. Еще раз. Заговор сей мне, ведьмой, дан, через нее прошу вас силы, в беде моей помочь сейчас.
рыбе вода, зверю леса, орлу горы и небеса. А мне такая-то сумма. Называть сумму. Во имя той ведьмы и от любви к ней не откажи, вечная сила. Заклято. Я думаю, что это тоже вам очень пригодится. Вообще вот эту толстую книгу я взяла только для денежных заговоров, учтите. И она еще только начата. Это будет заговоры, деньги, удачи. То, что нужно человеку для того, чтобы не бояться завтрашнего дня. Я еще раз повторяю, очень много чего нужно человеку. Не хлебом единым он сыт, как говорится. Но если этого хлеба нет, все остальное ему уже не интересно. И когда он будет хлебом единым сыт, он уже подумает и о культуре, и о жизни, и о красоте, и о любви, и о прочем, и о прочем. Самое главное – стоять твердо на ногах. Согласны со мной? А я вам в этом деле помогу. Потому что это у меня, наверное, лучше всего получается. Помочь. Больше давать, чем брать. Удачи вам. Будут вопросы, пишите под роликом. Всего хорошего.